Сейчас очень кратенько расскажу про аннотацию REST Controller. Ну, этой аннотацией снабжается любой класс. Например, вот мы создадим класс. Так, давайте его назовем так. REST API Demo Controller. Так, аннотацией, так, мы обозначаем REST. Вот это снабжаем аннотацией. Кратенько про эту данную аннотацию. Вот эту, про эту аннотацию. Если уже не совсем глубоко копать, точнее вдаваться, то сам фреймворк Spring — это MVC, модель представления контроллер, был создан для разделения ответственности относительно данных. Получается, ну, их доставка и визуализация в приложении, что представления будут визуализироваться в виде веб-страницы, отображаемой сервисом. Для этого всего служит уже и сама аннотация контроллер. Контроллер — это, по сути, такой стереотип для аннотации компонент, который означает, что при запуске приложения из этого класса образуется компонент Spring. Ну и получается, классы, снабженные данной аннотацией, контроллер, включают в себя объект-модель, которые необходимы для передачи слоя представления, который мы будем уже передавать. Вот, как я говорил уже, модель представления контроллер. Остается это объект для передачи слоя представления данных и соответствующей модели и отображение в приложении конкретного представления с помощью специальной технологии. Также классу можно снабдить, который содержит аннотацию контроля, классу э, можно указать, который уже содержит аннотацию контроль, возвращать ответ в формате, фор- фор- возвращать, ф- возвращать ответ в формате аннотации объекта, например, JSON или в каком-то другом, например, XML. По умолчанию всегда будет возвращаться JSON, но для этого этот класс надо указать еще аннотацию response body для того, чтобы можно это все объединить и снабдить аннотацией response controller, который будет в себя включать аннотации controller и ам, который response body. И тем самым мы просто упрощаем код и выбираем, по сути, однако одна аннотация заменяет две. Это вот было вот так кратенько. В следующем видео мы уже будем пробовать уже метод get создавать.